Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки кроссбоди с узором колосок. На этом видео мастер-классе я вам покажу, как связать такую сумочку с красивым узором колосок, а также сделаем клапан для сумки, твердое донышко и красивый упругий длинный ремешок. По размеру сумочка получается высотой 20 сантиметров и шириной 23 сантиметра. Длина ремешка 80 сантиметров. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие интересные видео по вязанию изделий из трикотажной пряжи и шнура. Материалы для вязания крючком сумки. Нам понадобится полиэфирный шнур толщиной 3 мм в мотке 300 метров, а также крючок для вязания 4 мм. Из фурнитуры нам понадобится портфельный замок 1 штука. У меня это квадратный замочек на болтиках. Для ремешка 2 кольца, внутренний диаметр 32 мм. И также для ремешка мне понадобятся 2 держателя длиной 6 сантиметров. Всю необходимую фурнитуру вы можете приобрести на Валберес. Артикулы и ссылки я оставлю в описании под видео. Конец полиэфирной пряжи можно слегка опалить зажигалкой, тогда пряжа не будет рассыпаться. Начинаем вязание крючком сумки. Оставляем короткий кончик. Набираем цепочку 21 воздушная петля. Начинаем отсчет петель с самой первой петли. Вяжем крючком первый ряд. Пропускаем первую петлю, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и, начиная с нее, вяжем крючком столбиками без накида, всего 20 петель. Получается длина около 16 сантиметров. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем наверх, чтобы спрятать внутри петель следующего ряда. В следующем ряду вводим крючок только за дальнюю полупетлю и вяжем крючком столбиками без накида 20 петель. Начиная с третьего ряда все ряды вяжутся крючком одинаково. Вводим крючок за боковые петли из двух предыдущих рядов
и вяжем крючком 20 столбиков без накида до конца ряда. И как я уже говорила, все последующие ряды вяжем крючком, точно так же, как и третий ряд. Продолжаем, вяжем крючком четвертый ряд. Далее мы продолжаем вязать крючком точно так же еще 10 рядов. Мы закончили, связали крючком 10 рядов по внешней стороне. Давайте вместе посмотрим, посчитаем. Это у нас внешняя сторона, здесь везде одинаковый рисунок рядов. Если мы считаем порядно, то получаем 10 рядов. Давайте перевернем и посмотрим. С внутренней стороны после первого ряда у нас отсутствует рисунок петель. И начиная со второго ряда мы отсчитываем. У нас должно получиться 9 рядов. В конце делаем одну воздушную петлю. Давайте измерим донышко сумки. Получается длина 17 сантиметров и ширина 10 сантиметров. Далее вяжем крючком вокруг донышка сумки. Вначале делаем первую петлю, вынимаем крючок из петли, вводим крючок заново таким образом, чтобы провязать крючком заднюю петлю через переднюю. И далее продолжаем. Вяжем столбиками без накида. Всего от начала ряда должно быть 20 петель. Вяжем крючком пока что только до угла. Переходим на боковую сторону. Здесь у нас было 10 рядов, поэтому мы вяжем крючком 10 столбиков без накида за боковые петли. Снова переходим на длинную сторону. И здесь мы вяжем крючком 20 столбиков без накида. И у нас остается еще одна боковая сторона. Здесь мы тоже вяжем крючком 10 столбиков без накида.
Мы закончили обвязку крючком донышка сумки, закрываем этот ряд. Вводим крючок под первую горизонтальную петлю и открытую петлю заводим на изнаночную сторону. Делаем одну воздушную петлю, снова переворачиваем. И теперь пока что оставим так. Давайте посмотрим. У нас по окружности должно получиться ровно 60 петель. Начиная со следующего ряда мы уже вяжем крючком узор сумки колосок. Вводим крючок под местом соединения и вытягиваем одну петельку. Затем переставляем крючок, вытягиваем заднюю петлю через переднюю. Вводим крючок в основание этой же петли на один ряд ниже и вытягиваем длинную петлю. Держим на крючке, одну пропускаем, в основание следующей петли провязываем крючком одну длинную петлю и затем через 3 петли провязываем крючком одну петлю. Наверху в этой же петле мы вяжем крючком один столбик без накида. Теперь мы опять вводим крючок в основание этой же петли. Вытягиваем длинную петлю, наверху пропускаем одну, в основание следующей петли вяжем крючком одну длинную и затем через 3 петли одну. Наверху этой же петли вяжем крючком один столбик без накида. Итак, мы связали крючком 2 раппорта узора. Далее продолжаем точно таким же образом. Далее продолжаем самостоятельно до конца ряда по кругу. Итак, мы закончили с вами первый ряд узора колосок. И здесь в конце мне осталось связать крючком последний раппорт узора. Делаю один столбик без накида и затем последние 2 длинные петли. Одна и вторая. Вторая петля вяжется крючком в основании самой первой петли. На этом заканчивается первый ряд узора. Закрываем первый ряд. Вводим крючок под первую горизонтальную петлю и вытягиваем открытую петлю на изнаночную сторону. Делаем одну воздушную петлю.
Давайте посмотрим, как выглядит первый ряд. У нас уже начинаются формироваться стенки сумки. По окружности так и осталось 60 петель, это 30 раппортов узора. В начале второго ряда мы точно так же, как в первом ряду, делаем первую петельку. Затем вводим крючок на один ряд ниже в основание этой же петли. Вытягиваем длинную петлю. Затем находим столбик без накида следующего раппорта и в его основание вводим крючок, вытягиваем вторую длинную петлю и провязываем все петли на крючке одной петлей. Теперь опять вводим крючок в этот же столбик без накида и вяжем крючком один столбик без накида. Вводим крючок опять в основание этой же петли, вытягиваем одну длинную петельку и затем из середины следующего раппорта вытягиваем вторую длинную петлю и провязываем одной петлей. В середину следующего раппорта вяжем крючком один столбик без накида. И как видите, вот так у нас складывается наш узор, колосок. И так мы продолжаем вязать крючком до конца ряда по кругу. В конце ряда у нас опять остается связать крючком один раппорт. Мы довязываем крючком последние длинные петли. И на этом заканчивается второй ряд. Закрываем его точно так же, как и первый ряд. И далее мы продолжаем вязать крючком в высоту. Всего 22 ряда. 2 ряда мы уже связали крючком и осталось еще 20 рядов. Мы закончили, связали крючком всего 22 ряда узора колосок. Обратите внимание, вот здесь у нас проходит шов, и снаружи его совсем не видно. Давайте измерим полотно сумки. Высота 18 сантиметров и ширина 25 сантиметров. Нам остается довязать крючком последний ряд. Для этого мы придерживаем открытую петлю на изнаночной стороне, вводим крючок, одеваем петлю на крючок и вяжем соединительными столбиками под обе полупетельки последних петель. Итак, продолжаем вязать крючком до конца ряда всего
60 петель. Вставляем короткий кончик нити и отрезаем нитку. Закрываем последнюю петельку, вводим крючок в середину первой петли, вытягиваем нитку и возвращаем нитку в середину последней петли. И затем прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Далее мы вяжем крючком клапан для сумки. Точно так же, как мы вязали крючком донышко сумки, набираем 21 воздушную петлю. Далее мы продолжаем вязать крючком точно так же и таким же узором, как и донышко сумки. Всего нам нужно связать крючком 18 рядов по внешней стороне. И по внутренней стороне, соответственно, у нас получается 17 рядов. Затем мы присоединяем клапан к верху сумки, отступая сверху вниз примерно 4 сантиметра, симметрично, ровно посередине. И используем для этого новую рабочую нить. Вяжем крючком всего 20 соединительных столбиков через клапан и через полотно сумки. И затем кончики нити аккуратно прячем внутри петель. Далее мы берем наш портфельный замочек и устанавливаем его на клапан сумки.
Далее мы смотрим, где у нас будет располагаться нижняя часть портфельного замка и прикрепляем ее к сумке. Теперь вяжем ремешок для сумки. Набираем 3 воздушные петли. Пропускаем первую петлю. Во вторую петлю вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. В следующем ряду в первую петлю вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание и в следующую петлю 1 столбик без накида. Итого 3 петли. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. В следующем ряду в первую петлю делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Во вторую петлю 1 столбик без накида. И в последнюю третью петлю 2 столбика без накида в одно основание. Итого получается 5 петель. Начиная со следующего ряда вяжем только за дальние полупетли. Вяжем крючком 5 столбиков без накида. И со следующего ряда вяжем крючком точно такой же узор, которым мы вязали клапан и донышко сумки. Вводим крючок за боковые петли из 2 предыдущих рядов и вяжем крючком 5 столбиков без накида. Так мы продолжаем вязать крючком на необходимую нам длину. У меня это примерно 70 сантиметров. При этом я использовала всю оставшуюся пряжу. Если вы хотите сделать длинный ремешок и у вас есть еще пряжа, вы можете сделать ремешок длиннее, чем у меня. Так, я закончила, связала крючком основное полотно ремешка, и теперь мне нужно сделать убавки, чтобы ремешок выглядел точно так же, как с другой стороны. Вводим крючок за обе полупетельки и делаем убавку. 1 столбик без накида из 2. Далее 1 столбик без накида и снова убавка 1 столбик без накида из 2. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. Обычным узором вводим крючок за обе полупетельки. В следующем ряду опять делаем убавку. Первые 2 петли убавляем в одну и во вторую петлю 1 столбик без накида. В следующем ряду вяжем крючком 2 столбика без накида. И в следующем ряду мы делаем последнюю убавку 1 столбик без накида из 2. Еще один ряд мы вяжем крючком просто 1 столбик без накида. Затем делаем воздушную петлю. И здесь у меня пряжа полностью закончилась, поэтому я просто вытягиваю нитку через петлю и отрезаю лишнюю нить.
Вот такие два кончика ремешка у меня получились. Они как раз достаточно удобны для того, чтобы установить на них держатели. Давайте измеряем ремешок. У меня получилась длина примерно 73 сантиметра в общем. И далее мы устанавливаем держатели для ремешка сумки на кончики ремешка. Нам осталось только прикрепить кольца по бокам сумки и затем к кольцам прикрепляем ремешок. И на этом наш мастер-класс заканчивается. Сумочка полностью готова. Такая красивая, твердая, хорошо держит форму сумка у нас получилась по итогам этого видео. Давайте еще раз измерим нашу сумочку. Получается ширина 23 сантиметра и высота 20 сантиметров. Я желаю вам приятного вязания крючком. Надеюсь, вам понравилось это видео. Делитесь вашими работами в инстаграме и в тиктоке и отмечайте мой аккаунт nitka.kz. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в новых видео.